Немецкий самолет атакован лазером. Опасная игра на грани войны. Берлин вызывает посла Китая. Такие игры уже могут стать причиной большого конфликта. Слежка или новые правила пересечения границ. Границы превращаются в цифровую клетку, и ты даже этого не замечаешь. Европа под колпаком. Что теперь будет по-новому? Континент замирает, крупнейший порт превращается в плацдарм войны с Россией. Такого не было даже в разгар холодной войны. Судорожно освобождаются места под танки, боеприпасы и военные корабли. Почему прямо сейчас и при чем тут НАТО? Шокирующая правда вскрылась. Суициды на рабочем месте на самом деле не суициды. Как до самоубийства довели дюжину людей, сотни жизней сломаны, а система все это время считалась надежной. Ничего вам не напоминает? Мир снова делится, но теперь по кошельку. Трамп начал экономическую резню. Первыми летят головы беднейших. Кому досталось на этот раз и кто тот единственный, который резко ответил президенту США? Главные новости. Утро среды, 9 июля. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Оккупанты прорвали украинскую границу на новом участке на Харьковщине к северу от села Великий Бурлук и пошли на штурм в районе села Меловое. Цель – село Амбарное, потом Хатное, но ВСУ дали отпор и там. Об этом сообщает спикер территориальной группировки «Харьков» Павел Шамшин. По его словам, враг действовал под прикрытием артиллерии и дронов, но оба направления атаки были остановлены, ситуация стабилизирована. Будем следить вместе с вами за развитием событий на фронте. Если вам что-то известно, пишите обязательно в комментарии под видео. Крупнейший порт континента срочно готовится к войне с Россией. То, что еще недавно казалось немыслимым, становится реальностью. Нидерландский мегапорт начинает работать по военным стандартам. Теперь здесь резервируют причалы под бронетехнику и боеприпасы, а не под гражданские контейнеры. Порт официально готовится к приему британских, американских и канадских кораблей. Коммерческие грузы готовы сдвинуть в сторону, если начнется большой конфликт. На причал пойдут танки. Руководство порта не скрывает, вместе с бельгийским Антверпеном они уже выстроили систему распределения. Не хватает места в Роттердаме, подключают Антверпен. Конкуренция отходит на второй план. На повестке слаженность и военное партнерство. Это уже не просто торговля, это стратегия НАТО в действии. Не каждый терминал подходит для обработки военных грузов. Если придется перевозить большие объемы военной техники, мы будем обращаться к Антверпену или другим портам, чтобы они частично взяли на себя грузы и наоборот. Мы все меньше воспринимаем друг друга как конкурентов. Конечно, конкурируем, где нужно, но и сотрудничаем, где можем. Контейнерный терминал Роттердама теперь считается единственным местом, где можно безопасно перегружать боеприпасы с корабля на корабль. А еще именно здесь несколько раз в год будут проходить амфибийные учения с участием военных. Такого не было даже в разгар холодной войны. Тогда у порта не было ни одного специализированного военного причала. Сейчас все меняется, и это тревожный сигнал. Европа на полном серьезе готовится к нападению. Лазерная атака на немецкий самолет. Германия официально обвиняет Китай в провокации. Китайские военные направили лазер на немецкий самолет, участвующий в миссии Евросоюза «Аспидс» в Красном море. Инцидент произошел во время операции по сдерживанию хуситских атак. МИД Германии назвал действия Пекина абсолютно неприемлемыми и немедленно вызвал посла Китая на разговор. В ведомстве подчеркнули такие угрозы жизни немецких военнослужащих и попытки сорвать миссию Евросоюза за пределами дозволенного. Китайские военные прицелились лазером в немецкий самолет, задействованный в операции ЭС «Аспидс». Угроза для немецкого персонала и срыв выполнения миссии абсолютно неприемлемы. В связи с этим посол Китая сегодня был вызван в МИД Германии. Подробности о том, какие именно китайские силы действовали в этой зоне, Берлин не сообщил, но на фоне заявлений НАТО о возможной координации между Пекином и Москвой звучит все громче. Китай не просто наблюдает за Западом, он все чаще проверяет границы допустимого.
Цифровая слежка официально запускается на границах Евросоюза. Европарламент утвердил запуск новой цифровой системы въезда-выезда, которая будет отслеживать все перемещения граждан третьих стран при пересечении внешних границ ЕС. Система заработает осенью 2025 года и будет разворачиваться постепенно в течение 180 дней. Сначала 10% пересечений отслеживаются, потом 35%, и к 170-му дню полный охват. Цель – избежать технических сбоев и коллапса на границах. Система будет собирать имя, тип документа, место пересечения границы, всю биометрию. Это коснется всех, кто въезжает по визам или даже по безвизу. Каждая страна сможет выбрать, начинать сразу или тестировать поэтапно. Закон вступит в силу после финального одобрения Советом ЕС и публикации в официальном журнале, далее централизованный план, затем национальные планы, и только после этого Еврокомиссия даст отмашку на запуск таймера в 180 дней. Система должна была стартовать еще в ноябре 23-го, но запуск отложили по просьбе некоторых стран. Теперь откладывать больше некуда. Цифровой контроль за границами Европы – вопрос ближайших месяцев. Беднейшие страны под ударом США. Дональд Трамп, не дожидаясь новых переговоров, выкатил новые торговые ультиматумы. Максимальные пошлины 40% ударили по беднейшим странам, таким как Мьянма и Лаос. США бьют по тем, кто и без того едва держится на плаву после военных переворотов, землетрясений и нищеты. В соцсети Truth Social Трамп опубликовал уже 14 таких писем. В последней партии Камбоджа и Таиланд, для них 36% тарифы, Бангладеш и Сербия 35%, Индонезия 32%, 30% для Боснии и 25% для Японии, Южной Кореи, Казахстана и Малайзии. Ранее Трамп заявлял о введении еще серии тарифов. 30% Трамп выделил для Южной Африки, ну и 40% для Лаоса и Мьянмы. Официальный посыл – перезапуск справедливой торговли, но выглядит это как экономическая зачистка. Бить по слабым, чтобы показать силу. Но на эти заявления президента США отреагировал президент Бразилии во время саммита БРИКС. Члены БРИКС прохладно отреагировали на угрозы Трампа, настаивая на том, что блок не стремится к конфронтации с Вашингтоном, но левый президент принимающей страны Бразилии был менее дипломатичен. Если он считает, что может вводить пошлины, то другие страны тоже имеют право вводить пошлины. Существует закон взаимности. В Британии вскрылся чудовищный скандал. 13 самоубийств, тысячи сломанных жизней, и все из-за компьютерной ошибки почты. С 2000-х годов британская государственная почта массово сажала невиновных людей в тюрьму, обвиняя их в хищениях, которых не было. Все из-за сбоя в IT-системе, установленной японской компанией Fujitsu. Около 1000 человек, в основном простые почтмейстеры в местных отделениях, прошли через суд, были осуждены, обанкротились, потеряли семьи, здоровье и даже жизни. Новое расследование показало, как минимум 13 человек могли покончить с собой, доведенные до отчаяния. Другие оказывались на грани. Шокирующая правда вскрылась в Великобритании. Я получил сообщение о том, что некоторые люди, привлеченные к ответственности за недостачи, в результате заболели. К сожалению, я также слышал о тех, которые, как говорят, были доведены до самоубийства. И все это время руководство почты знало, что система дает сбои, но вместо того, чтобы признать проблему, они продолжали обвинять людей. Почтмейстеры пытались доказать, что не брали ни фунта, но суд не верил. Ведь компьютер не может ошибаться, так говорили в компании. Сегодня мы знаем, ошибался. Системно и катастрофически. Трагедия тянулась более 10 лет. Только сейчас, после громкой теледрамы «Мистер Бейтс против почтовой службы», общество всерьез возмутилось, и дело получило новый импульс. Украина может пойти на конфронтацию с Китаем. Зеленский ввел санкции против 5 компаний из Поднебесной. Производители и контрабандисты прокололись в деталях. При массированном обстреле Киева в ночь на 4 июля в сбитых дронах «Шахед» обнаружили компоненты китайского производства. Сегодня в отношении этих компаний-поставщиков введены санкции. Украина работает с партнерами по санкционной коалиции для дальнейшего введения ограничений против китайских производителей.
Среди попавших под санкции компаний производители электроники и запчастей, которые поставляли продукцию подсанкционным российским предприятиям в 2024 и 2025 годах. Именно их продукция, по данным украинской разведки, продолжала поступать в Россию уже в 2024 и даже в 2025 году, несмотря на все международные санкции, а это прямой удар по украинским городам. Пока страна затягивает пояса, в Госдуме трагедия вселенского масштаба. Депутаты с зарплатой в 400 тысяч рублей не могут себе позволить кофе и воду в аэропорту. Один из депутатов даже пожаловался новому министру транспорта. Все начинается со стоянки, тарифов на парковку, буфетов, цен на воду простую, кофе в кафе. Ну и сегодня ситуация, да, и в последнее время она, можно сказать, запредельная. Если сравнить цены со стоимостью билета, иногда время провождения в аэропорту, как вот было недавно, к сожалению, или на вокзале, может обходиться дороже, чем стоимость билета. Но вот сюрприз. Исполняющий обязанности министра Никитин не отправил депутата пить из-под крана, а пообещал разобраться. Сказал, что жадность до добра не доводит, то ли бизнесу теперь цены скрутят, то ли для депутатов отдельную очередь с бесплатным капучино заведут. А вы как думаете? Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.